Всім привіт і слава Україні! Я Дмитро Антонов, і ви на моєму каналі, а я з України. Идет 32-й день войны, Украина сражается. Сегодня хочу вначале поговорить о вопросах, часто задаваемых, и просто, что я немножечко устаю на один и тот же вопрос отвечать. Поэтому сейчас постараюсь охватить основные, часто задаваемые вопросы. Сейчас мы все сосредоточились на победе в войне. Это в первую очередь. Поэтому все средства должны быть обращены на победу в этой захватнической войне. А вопросы мрия, восстановление, что мы будем делать, как делать. И один из вопросов, это сразу же такой красной чертой проходит экономическая целесообразность. Средства, вложенные в восстановление самолета, будут значительно больше, чем он сможет заработать. Тогда зачем? Вопрос, зачем это делать? Вы поймите, за эти годы мрия стала символом Украины, гордостью Украины. Я даже, наверное, можно сказать, что там 8-м чудом света. Поэтому я считаю, что это надо делать. Ну, давайте попробуем как пример. Рядом с Родиной Мать стоит самый большой флагшток в Украине с украинским флагом. Никто не задавался вопрос, а какая экономическая целесообразность установки данного флагштока? Вот, потому что это символ, это гордость. Стоит, затраченные средства, оно себе не окупит. Может, не совсем корректный будет пример. Давайте посмотрим. Киев, Харьков, Одесса очень много исторических памятников, установленных совсем недавно, с персонажами, например, книг украинских, особенно там «Вечера на хуторі Близдиканьки» или «За двумя зайцями». И спрашивается, а какая экономическая целесообразность установки данных памятников? Данные памятники имеют определенную историческую, объективную ценность. Они приносят духовность какую-то, они позволяют поддерживать тот украинский дух в сердцах всего народа Украины. Еще один вопрос, который задают, и кто будет восстанавливать. Ну, у меня было предложение, что должно поучаствовать и в инвестиционных программах государства, просто большие инвесторы. Мы, как авиационное сообщество, после победы объявим о создании, например, инвестиционного фонда, и будет частичка мрии воссоздана именно нами, авиационным миром. А кто-то говорит, так это авиакомпания. Они же эксплуатировали, они получали прибыль от этого самолета, пусть сами и восстанавливают. Ну, в крайнем случае, пусть рашисты выделяют деньги, раз уничтожили, пусть они и восстанавливают. Ну, я тоже считаю, что это не совсем корректно, потому что мрия делала очень много все эти годы для того, чтобы мир узнавал об Украине, что такая страна есть. Ну, просто приведу пример. Я летаю уже почти 27 лет, именно на большом самолете по всему миру. 95-й год. Живем мы в пригороде небольшом, это французская Каена. Мы привезли туда какие-то или спутник, или какие-то запчасти. Ну, и у нас там образовалось время для отдыха. Иду, ну, в магазине китайцы, конечно, работают. И они спрашивают, oh, where are you from? Я говорю, from Украина. А, знаем, это такой штат в Соединенных Штатах.
Говорю, ну, да, где-то так. Затем 2000-е годы, начало, летаем, задают мне вопрос, вы откуда? Я говорю, с Украины. Хорошо, зашел вопрос, а у вас какие-то деятели есть? Ну, мне на ум сразу пришло, ну, конечно, у нас есть такой поэт Тарас Григорьевич Шевченко. Я говорю, Шевченко. А, знаем, да, Шевченко, золотая бутса, лучший игрок Италии. Ну, где-то так. Ну, по крайней мере, уже была ассоциация с Украиной. Затем дальше продвигались, конечно, это братья Кличко. Это тоже такое продвижение огромное было. И потихонечку мы, благодаря нашему самолету, мы научили мир узнавать Украину. Что это не территория рядом, или даже так они говорили, ну знаем, это где-то Россия и недалеко Польша. То есть вот таким образом. Теперь, конечно, в связи с образовавшимися событиями, все уже знают, где и какая она Украина. Поэтому я считаю, что Мрия заслуживает того, чтобы ее восстановить, и дальше она несла добро в этот мир и была символом мира и вносила этот мир в каждый дом по всей земле. Предложения поступают. А какой Мрию делать? Смотрите, значит, в чем нюансы. Чем больше будет вариантов создания новой Мрии с новым оборудованием, это повлечет за собой больший объем испытательных полетов. Это еще дополнительные затраты. Мое личное мнение, что этот процесс надо минимизировать. Мрия отличный самолет, у нее хорошая аэродинамика, летает супер. Поэтому внешний вид менять нельзя. Это значительно сократит объем будущих испытаний. Далее двигатели. Предлагаю другие двигатели поставить. Это повлечет за собой вот эти испытания, опять же, связанные с аэродинамикой. И это довольно большой. Поэтому, может быть, оставить D8... Не может быть. Ну, я считаю, что, наверное, D18 просто... Запорожье делает новые D18, уже третьей серии, модернизированные, с электронным управлением. И я думаю, что такие двигатели за эти 2-3 года, пока будет строиться новая Мрия, будут созданы и хорошо послужат этому самолету. Единственное, конечно, остается то, что внутри самолета, вот это будет 100% все новое. И объем испытаний, ну, будем надеяться, что мы поставим оборудование все сертифицированное. И объем испытаний будет сокращен до минимума, что позволит сэкономить довольно большую сумму денег. А какая эта сумма денег будет, это будет известно только после того, как война закончится. Произведется экспертная оценка, и тогда эта сумма появится на свет. Все, кто сейчас говорят о каких-то 3 миллиардах долларов, кто-то 800 миллионов долларов, это все, ну, мягко говоря, пока инсинуации. Нету такой точной цифры. Ни у кого. Еще один вопрос. Состояние всего нашего флота, который остался в Гостомеле, Святошино, и сколько самолетов у нас сейчас летает по миру. Дорогой коллектив, дорогие подписчики, давайте об этом вопросе поговорим после окончания войны. Я все вам расскажу, покажу. Только надо попасть в Гостомель. В Гостомеле пока небезопасно по-прежнему. Обстановка в Украине обнадеживающая. Киев, Харьков, Чернигов. Происходит на данный момент постепенное оттеснение рашистов от этих городов. Прослеживается хорошая тенденция. Даже Гиркин в своем интервью оценил эту ситуацию. Слушаем. 29 суток
специальной операции прошло. Нигде, ни на одном направлении стратегического успеха не достигнуто, только оперативные успехи. Более того, противник относительно успешно проводит мобилизацию и начинает контратаковать. О чем, естественно, Коношенков ни ухом, ни рылом не упоминает в своих сводках. Развитие событий возможно такое. Сейчас произойдет уход наземных войск захватчика от основных городов на западе, то есть от Киева, Чернигова, на севере от Харькова, Сумы, Полтава, с этих всех регионов, и произойдет перемещение войск в Донецкую, Луганскую области, в Ордло, с целью того, чтобы сохранить лицо перед рашистской аудиторией. Как было объявлено в начале войны, что захватчик идет воевать в Донецкую и Луганскую области для восстановления их в административных границах. Так вот, я могу предположить, что сейчас пойдет развитие событий именно в этом направлении. Будут переброшены войска туда. Основной театр боевых действий будет теперь сосредоточен именно вокруг Ордло. А по поводу Киева, Харькова, Чернигова, ну, естественно, прозвучит старая, такая устоявшаяся фраза: их там нет. То есть, кто там был, кто стрелял, кто разрушал дома в этих, однозначно говорит, это не мы, это наши националистические полки. Я еще раз говорю, нет у нас националистических полков и нет у нас националистов. Вся Украина едина, и все мы как одно единое, все 40 миллионов. Так что следите за развитием событий, возможно и такое. Ну, в данный момент вооруженные силы Украины планомерно утилизируют живую силу, технику врага, занимаются этим сознанием дела, а от бессилия и невозможности сопротивляться в полной мере рашисты, к сожалению, продолжают метать ракеты крылатые, кидать бомбы. Там, где им удается. Это, например, тот же Мариуполь, в котором не осталось ни единого целого здания. Это в городе, который до войны насчитывал более полумиллиона жителей, не осталось ни одного живого дома. Теперь раздел авиация. Байрактары. Байрактары, как всегда, молодцы. Смотрим небольшой сюжет работы байрактаров. И, конечно же, немного о нашей красавице, о самолете АН-225 «Мрия». Тоже вспомнил, много вопросов задают. Расскажите, как создавалась «Мрия», как создавался «Руслан», как работают вот эти системы, как работают те системы. Пожалуйста, на моем канале более 400 видео, и в том числе есть видео, которые рассказывают именно об этом. Посмотрите, найдите, и вам станет, наверное, значительно понятнее, как происходил этот процесс в 1982 году, в 1988 году, как Мрия летала с Бураном.
факты. А сегодня посмотрим сюжет о Мрии, но не о полетах. Я покажу немного внутренней кухни Мрии. Особенно там, где редко бывают летчики, потому что это рассказ в основном о отсеке, где у нас проживают техники. Смотрим. Грузовая кабина, легко узнаваемая, 44 метра по полу. Как уже говорил Васильев, братья Райт пролетели всего 34 метра первый раз. Идем смотреть, а что там у нас в самом конце. А в самом конце у нас волшебная дверь. Главное, головой не удариться. Так, прошли. Поднявшись наверх, мы в первую очередь находим средства аварийного покидания. Вот это трап-лоток. Это плоты. 46 человек может вместить, поэтому всех поместим. А здесь находится кабина, где экипаж технический находится во время взлета и посадки. А еще, если идти от аварийного выхода, то можно попасть вот сюда. Это святая святых. Здесь редко бывает нога какого-нибудь, ну, потустороннего человека. Да и не все летчики, не все это туда ходят. Мы сейчас туда пойдем. Тут приходится идти очень аккуратненько. Пригибаться приходится. И сейчас поймем, куда мы идем. Приползли. Это самый хвост самолета. Вот там вот видно отверстие. Это там, где на хвостике белый огонек. Здесь тоже исполнительные механизмы, системы управления. Слева, справа. А здесь есть люк. Сейчас попробую выглянуть и посмотреть, что находится снаружи. Люк открыт. И теперь можно посмотреть, а что там сверху. А наверху чудно и замечательно видно весь самолет. Видно, что он весь в снегу. И теперь пополз в обратную сторону. Очень надо аккуратно. На коленочках. Ну, к сожалению, так. Но это места, в которых не каждый член экипажа побывал. Слава Збройним силам України! Слава Україні і смерть ворогам! І обов'язково далі буде. До завтра. Пока.